Приветствую всех на канале. В работе вот такой вот небольшой видеорегистратор. Не включается при подаче питания. Индикаторы не светятся, на кнопку включения не реагирует. На карточку памяти закинул прошивку родную, тот, что предлагает официальный сайт, но соответственно он ее не видит. То есть тут у нас проблема по самой микросхеме памяти. Винты я выкрутил, верхние. Сейчас разбираем регистратор и прошиваем непосредственно дампиком в микросхему. А потом уже можно родным софтом будет обновиться. Тут вот есть такая вот особенность. Дисплей неудобно вытаскивать. Подлазим отсюда и отщелкиваем. Он находится с обратной стороны, поэтому нужно скрутить вот эту под крышечками. Можете ничего не искать, там ничего интересного нету. Здесь проц, какая-то память. Нас интересует вот этот NAND. Убираем в сторонку, спаиваем его и зашиваем рабочий дамп. Давайте к микроскопу. Снимать будем с помощью паяльника, без фена, потому что очень близко линза находится. Добавляем сплав розе, и в принципе все это снимается очень быстро. Ну и потом розе, соответственно, тоже нужно почистить, убрать. Прям розе оставляем на пятаках. Ну и далее поддеваем где удобно. Проходимся. С этой стороны тоже. Вот и все. Микросхема снята. Чистим все это добро. Чистим тщательно, потому что после розе нужно очистить хорошо, чтобы он новая микросхема, точнее эта микросхема держалась. Все-таки машина, тряски какие-то. То есть тут надо прям хороший контакт, чтобы не отвалилось. Сразу чистим микросхему. Так как будем ставить ее, соответственно, в колодку, нужно, чтобы все было чистенько. Есть, отмываем. Так, серия у нас F59 L1G81LA. Программатор определяет, в принципе, сама тестом. Можно не вбивать эту маркировку, сам найдет. Так, ну и почистим сразу плату тут под углом, чтобы не попасть в линзу. Так, все, с этим закончили. Переходим к программатору. Устанавливаем микросхему.
Вообще стараюсь это все под микроскопом устанавливать, чтобы видно были контакты, что их там не загнуло, и она встала в кроватку ровно. Есть. Теперь обратно к софту. Так, запускаем RT809H. Кстати говоря, использую старую версию программного обеспечения по той причине, что она работает стабильнее. Снова у меня возникли некоторые нюансы, некоторые микросхемы писал с ошибками, и аппараты не включались. Вот. Перешел на версию 2019-06-10. Так, жмем быстрый поиск, выбираем NAND, нажимаем вот эту каркозяблю. Так, он у нас подтянул верную микросхему. Выбираем ее. Так, читать я ее не буду. Почему? Потому что у меня есть 100% рабочий дамп, поэтому нажимаем сразу запись. Выбираем на нужный дампик. Стоп, это у нас вот сюда. Так, вот у меня есть рабочий 100% дамп. Нажимаем запись. Запись, в принципе, недолгая, около полуминуты. Микросхема небольшого объема. Запись стоит пропуск бэт-блоков с переустановкой данных. То есть второй пунктик по вот этому настройка N. Если делать запись с жестким копированием, бывают иногда ошибки. То есть в основном использую вот этот вариант записи. Он хоть и дольше, но он как-то себя зарекомендовал. Пока нанесу флюс на плату, чтобы запаять микросхему. Так, все готово. Снимаем, устанавливаем. Так, позиционируем, и можно запаивать. Сначала проходим с придавливанием, потом уже непосредственно проходимся припоем. Все, когда на конце остается кусочек вот этого припоя, тут уже подчищаем, и тут то же самое.
мыло какое-то. Ну, в целом сейчас отмоем, покажу. Картинку, кстати, можно сделать получше, то я про нее не забываю. Вот так вот. Так, выдуваем. Так, проверяем, чтобы не было слипшегося ничего. Так, ну что, можно попробовать включаться. Собираем. Так, неудобный дисплей, поэтому воспользуемся гнутым пинцетом и вставляем. Так, вроде бы попал. Если вдруг загорится белым, то перещелкнем коннектор. Такое тоже бывает. Когда не досел коннектор по каким-то линиям, не идет допрос, и все. И белый экран. Так. Так, не так. Не той стороной поставил. Кнопки меню вот тут должны быть. Угу. Так, есть. Подаем питание. Угу, засветился. И есть картинка. Так, ну и давайте карту памяти вставляем. На ней у меня закинуто последнее обновление прошивки, которая предлагается с официального сайта. Вот тут уже высвечивается обновить. Теперь выбираем обновить. И уже поверх дампа обновляем родной прошивкой. Так. Все готово, теперь включается, работает. Ну, на этом, в принципе, буду завершать ролик. Дампик, кого интересует, пишите в личку, или я ставлю ссылку, если будет возможность, закину его на форум. Всем пока, удачи в работе.